Этой историей поделился Петр. Дальше рассказ пойдет от первого лица. У нас с женой была плохая привычка не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и часто обнаруживаешь, что проспал всю ночь с открытой и незапертой дверью. Начинаются разборки, кто заходил последний и кто в большей степени тяпа-растяпа. Один раз входная дверь распахнулась ночью от сильного сквозняка и начала хлопать. Мы изрядно перепугались в тот раз, но привычка все равно никуда не делась. Но потом случилось нечто, что навсегда приучило нас закрывать двери на все замки. И черт возьми, я всерьез обдумываю идею настоящего дверного засова. Мой дом – моя крепость. И зачем нужны стены, если ворота распахнуты, а? В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь. Вставать было лень, но желание было навязчивым и неотступным. Я побрел в коридор, попробовал толкнуть дверь и... Точно опять не закрыли. Я повернул верхний ключ на 4 оборота и зачем-то сделал то же самое со вторым нижним, которым мы вообще никогда не пользовались. Потом сделал буквально 2 шага в сторону комнаты, когда услышал необычные звуки за дверью. Было ощущение, что кто-то водит ладонями по двери с той стороны, ощупывает ее, как будто слепой наткнулся на препятствие и пытается понять, что это. Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерением как минимум посмотреть в глазок. Подошел к двери вплотную и заметил, что ручка стала поворачиваться вверх-вниз, как будто пробовали открыть дверь. Затем раздался странный неритмичный стук. Мне стало внезапно холодно. Заныло сердце. Не страх и не ужас, а какая-то черная тоска, мутная непонятная тревога полезли в душу. В глазок я смотреть расхотел. Тихо стал отходить в комнату. Жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил ее молчать. Она сразу поняла, что что-то не так. Глаза ее округлились. Надо сказать, что есть у меня одно устройство, которым я почти никогда не пользовался, а именно видеокамера, смотрящая на площадку и подключенная к компьютеру. Ее притащил в подарок мой братец, работавший в то время в конторе, которая занималась установкой систем видеонаблюдения. Посмотрели, поигрались пару раз и про камеру забыли. И вот именно сейчас, в этот момент, я про нее вспомнил. Я подсел к компьютеру и запустил изображение площадки. Что это было? Не знаю, но это видел я и видела жена. Нечто, замотанное в какие-то темные лохмотья. Неестественно, изгибаясь и вихляя, бродила по площадке, скребясь в двери, дергая ручки, припадая и прислушиваясь к звукам в квартирах, заглядывая в глазки. Голова этого существа также была замотана в тряпье. Из тряпок торчали темные руки, длинные, узкие, с неестественно длинными, в 2,5 раза длиннее обычных, пальцами. Еще несколько раз нечто подходило к нашей двери и надолго припадало к ней. Казалось, сердце останавливалось. У жены текли слезы. Она закусила край простыни, чтоб не издать ни звука. Потом это уползло вниз. На улице забрезжил ранний июньский рассвет. Если бы мы жили в деревне, это, наверное, бы и были первые петухи. Еще через час мы пришли в себя. Я очень жалею, что жена это видела.
Она все еще приходит в себя, и я вижу, что ей все еще очень и очень страшно. Вчера она попросила меня сменить квартиру. Что же, можно, все равно съемная. Да и мне здесь как-то уже не так. И вечерами возвращаться страшновато. А я вот думаю, что бы было, если бы я не закрыл дверь? Нас бы нашли с распоротыми внутренностями, и кровь стекала бы по стенкам. Или, как показывают в ужастиках, забившихся в угол с перекошенными от смертного ужаса лицами и остановившимся сердцем? Или это зло заползает в душу, и человек со стекленевшими глазами идет на кухню за кухонным ножом? Или делает шаг в окно? Не знаю. Не хочу знать. Закрывайте двери. Берегите себя. Мир вашему дому.